Сегодня у нас с вами самое магическое, самое интересное, самое запоминающееся видео, расклад за этот год. Посоветовала мне обязательно его снять моя подписчица. Ей большой привет и огромное спасибо. Посмотрим мы, что ждет в предстоящем году. Посмотрим вашу диагностику, что было в этом году, в каких состояниях, настроениях, энергиях вы сейчас. Посмотрим, что ждать вам по здоровью, по карьере, что ждет в семье, с детьми, в отношениях, в личной жизни, будет ли новая любовь, кто ждет, да, ищет, как что сложится. И в конце посмотрим обязательно совет для вас, лично для вас, на предстоящий год, на предстоящее время, на предстоящие дни. Итак, настраивайтесь, пожалуйста. У нас будет два варианта. Выбирайте сейчас спокойно, на какой колоде вам больше хотелось бы посмотреть расклад, какой цвет колоды вам более импонирует. Сосредоточьтесь, настройтесь, выберите. Итак, кто выбрал расклад на первой вот этой колоде, вы увидите его в другом, в следующем видео. А сегодня мы посмотрим расклад на вот этой прекраснейшей колоде. Итак, настраивайтесь, расслабляйтесь и будем смотреть. Посмотрим, что нам сегодня скажет Таро, какие каналы мне откроются, какая информация нам придет. Очень интересно. Для себя я тоже хочу многое подчеркнуть, поэтому пользуюсь моментом. Пишите, пожалуйста, в комментариях, каким был у вас год, что у вас произошло. Моих регулярных зрителей, тех, кто постоянно пишет комментарии, вас приветствую, огромное вам спасибо. Про себя тоже пишите, хотя я уже помню, какие у вас там ситуации, что у вас происходит в отношениях. Я всегда читаю все комментарии, мне очень это нравится, мне очень важно. Поэтому, пожалуйста, сейчас тоже не стесняйтесь, пишите. Итак, давайте смотреть. Наш мистический расклад, да, что ждет в 2026 году вас, к чему готовиться, что советуют нам и посоветуют высшие силы. Давайте смотреть. Давайте начнем с диагностики вас. Давайте. Вы сейчас. Ой, посмотрите, ну у вас сейчас, многие здесь сейчас могут находиться в каком-то периоде уныния, грусти, у кого-то период ожидания, одиночества, может быть, да, чего-то вы ждете, на паузе находитесь в тех сферах жизни, которые сейчас вас интересуют, ждете, ожидаете, кто-то даже находится в депрессии, либо, может быть, приболели. Посмотрим, а что этому способствовало, что же произошло, что сейчас вот так. Колесница, так развивались обстоятельства, да, был какой-то, может быть, контакт с каким-то человеком в поездке, на расстоянии, человеком абсолютно другим. Была, может быть, какая-то поездка, либо вот не смогла осуществиться какая-то поездка, либо вы, может быть, ждете эту поездку, да, она уже была запланирована, и вот сейчас в ближайшее время произойдет. Покажите мне еще, что привело к этому. Ну, посмотрите, здесь у вас какие-то ожидания ваши не оправдались. Может быть, действительно, кто-то, у кого-то проблемы со здоровьем сейчас, поэтому такое состояние, да, вы дома, вы не очень хорошо себя чувствуете, вынуждены себя ограничивать в том, чем хотелось бы заниматься. У кого-то здесь были какие-то непоступления по финансам, либо, может быть, были большие траты, что сейчас повлекло, вынужденные траты, да, что сейчас повлекло вот вынужденную экономию, грусть, разочарование и вот такое вот состояние, да, уныния, как я уже сказала. Ну, вы видите, вы стараетесь держаться, вы большая молодец здесь, да, то есть смотрите на хорошее, вот эти две карты нам об этом говорят, стараетесь как-то себя мотивировать, быть позитивной, искать что-то хорошее во всем происходящем, но почему-то грустите все равно. Так,
Ну, вот у многих здесь из-за чувств, из-за мужчины, того, кто буквально вот живет в вашем сердце, поселился в вашей душе, о котором не можете забыть, о котором все мечты и мысли. Такое вот вполне возможно. Да, влюбленность, любовь, серьезные отношения. Не выходит он у вас из головы, постоянно о нем думаете. Но здесь у вас какая-то идет, посмотрите, дно колоды, борьба. Ты мне, я тебе, может быть, вы поспорили как-то или спорите, никак не найдете компромисс, идет перетягивание каната, ты мне, ты я себе, да, написал, не написал, позвонил, не позвонил, вышел на связь, не вышел. Ну, компромисс найти не можете, поэтому не можете дальше развивать отношения, вступать в новые какие-то этапы ваших отношений, да, и двигаться дальше. А у кого-то эта борьба идет на работе, непримиримая борьба, конкуренция, и вот она вас буквально выматывает, не получается, может быть, за этот год хотели как-то повышение, достичь чего-то, перейти на другую, может быть, даже работу, увеличить свой финансовый достаток, ну, что-то, чем-то вы недовольны в этой сфере. Ну, максимально посмотрела все, что пришло, да, какая информация пришла, прочитала. Смотрите, проигрывается, не проигрывается данная диагностика с вами. Может быть, стоит посмотреть расклад и на второй колоде тоже. Ну, давайте смотреть. Что же, в принципе, ждет вас в этом году? Давайте посмотрим общую энергетику предстоящего нашего года для вас. Ну, посмотрите, начнется все гораздо веселее, активнее. Здесь могут быть новые знакомства, новое общение. Отметите, скорее всего, праздники вы хорошо и весело. Если вы не планируете их отмечать супер весело, то вам настоятельно советуют попытаться, да, быть где-то не одной, находиться где-то с компанией, может быть, с двумя подругами какими-то еще встретиться. И обязательно постараться вот эту энергию ожидания чего-то нового и магического, вот ее привнести в эту встречу, в отмечание, устроить себе некий праздник. Как вы, вот какой он для вас, этот праздник, так и постарайтесь встретиться. Причем не обязательно это должно быть 31-го, не обязательно. Вот когда вам комфортно, когда получается, вот этот день будет лично вам, с вашим празднованием предстоящих энергий, приветствием этих энергий, приветствием вашего личного вот этого Нового года. Постарайтесь так. Какие еще энергетики будут в этом году? Ну, посмотрите, здесь у кого-то действительно может быть новая встреча, кому-то о себе дать весточку даст мужчина из прошлого, с тем, с которым вы сейчас не общаетесь, напишет, приедет, даст о себе знать. У кого-то здесь будут денежные поступления. То есть такая карта очень хорошая на энергии предстоящего года. Кто-то, кто сейчас приболел, здесь данная карта говорит о правильном постановке диагноза и о успешном назначении лечения. Поэтому в целом очень позитивная энергия идет для вас в новом году. Что еще? Ну вот посмотрите, вот мужчины будут присутствовать в вашем новом личном году, в вашем новом и нашем новом этапе жизни, магическом, 2026 году. Да, у кого-то это мужчина из прошлого, о котором думают, у кого-то это знакомство в соцсетях, на сайте. Да, может быть, оно уже произошло, это знакомство, может быть, оно только вот на подходе и должно произойти, это знакомство. Но что-то связанное с мужской энергетикой в новом году обязательно будет развиваться. И посмотрите, и вы буквально будете наполнены счастьем. Кому-то придет долгожданный успех, популярность, кто ждет этого, кто развивается в этом ключе, в этой области. Для кого-то будет излечение от серьезного недуга, который вы хотите победить. Вы обязательно победите, говорят нам карты. У кого-то здесь будет встреча счастливая. И посмотрите, вы вот так вот будете одевать себе даже венок на голову с цветами в качестве торжественного празднования этого события. Да, вы будете ощущать себя наполненной энергией, полной сил,
и двигаться вперед. Карта это нам говорит именно об этом, о движении вперед, об успехе. Посмотрите, какая красивая у нас прям ряд, да, вот на то, что ждет, какая энергетика будет 2026 года. Я очень рада, потому что я вам сказала, для себя я тоже смотрю. Прекрасный год. И посмотрите, у нас одна карта выпала, карта звезда. Здесь, вот так я ее прикрою, здесь у многих будет исполнение желаний, заветных желаний. У тех, кто ждет и мечтает о сокращении расстояния со своими близкими, с любимыми, это действительно расстояние может сократиться, то, о чем вы мечтаете. Но эта карта у нас о том, что вот на данный момент вы считаете очень далеким, несбыточным, недостижимым. Эта цель приблизится к вам. Представляете, как здорово, как прекрасно, какие прекрасные энергетики нас ждут. Ну, а теперь давайте смотреть конкретно. Это было в общем, давайте смотреть конкретно здоровье. Что же ждет вас в 2026 году по здоровью? Посмотрите, выпали две карты, одна перевернулась. Здесь будет по здоровью, здесь будет, посмотрите, какое-то изменение вашего состояния. Изменение вашего состояния в лучшую сторону по здоровью, как я вам сказала, уже у многих здесь. Эту карту 13-й аркан мы не читаем дословно, да, как она называется, ни в коем случае не нужно это бояться. Это карта именно трансформации, перехода на новый этап, трансформации физические, изменения физические. Кто как-то пытается сейчас понять, что с ним происходит, вы поймете. Диагноз будет поставлен, лечение будет назначено. Кто пытается прийти в форму, да, ну, может быть, вы худеете, стройнеете, пытаетесь как-то, да, в красоту в свою вкладываетесь, здесь тоже будет успех, все будет складываться наилучшим для вас образом в этой области. Встретите очень хорошего врача, который вам понравится, поймет то, что вам нужно именно вам. Ну, будет у вас хорошее сотрудничество, и вы вот буквально, вы понимаете, заживете, вот это будет новый яркий этап вашей жизни. В этой сфере все решится и улучшится, выглядеть будете прекрасно, лучше, да, то, к чему вы стремитесь, будете находиться в хорошей форме и почувствуете, что вы можете все. Вы можете все. Вы добьетесь всего. Все, о чем вы мечтаете, оно приближается к вам и исполняется. Посмотрите, какая мощная карта. Да? Все у вас, все инструменты в ваших руках. Во всем, что касается красоты, тут здоровья, да, все у вас в руках, вы все можете. Ну и посмотрите здесь, да, и мужчина ваш, или мужчины окружающие будут это замечать. Да, вот. Здесь также, может быть, вот, как я уже сказала, вы встретите понимающего врача, который поймет, что вам нужно, да, понимающего такого мудрого, грамотного специалиста. Ну и, может быть, и тут и мужчина влюбленный проигрываться тоже. Ну, колода говорит нам об этом. Давайте дальше смотреть, что вас ждет в карьере. В карьере что ждет? Карьера, покажите нам. Посмотрите, в карьере вы будете четко стоять на своих позициях. Вы, кстати, знаете, чего вы хотите. Четко знаете, чего вы хотите, идете к своим целям. Если на данный момент еще у вас есть какие-то сомнения, то в тот момент вы уже будете вот к началу года четко понимать, куда вам двигаться. Либо, если вы не знаете, высшие силы вам советуют, поставьте себе цели. Поставьте себе четкие цели, чего вы хотели бы достичь. Потому что когда мы ставим свои какие-то цели, просто мечтаем, да, вот как-то так в целом, эфемерно, скажем так, да, что вот хотелось бы вот мне просто стать очень богатой и зарабатывать много денег. Вселенная, она у нас это не считывает, это не слышит нас в данный момент. То есть тут нужно ставить конкретно. То есть к концу такого-то года я добьюсь того-то, того-то, того-то.
да, или я хотела бы, чтобы случилось вот то-то, меня назначили на такую-то должность, мой оклад вырос до таких-то сумм, да, был там регулярным и так далее. Кто учится, здесь по учебе все будет у вас хорошо, продолжайте учиться. Кто хочет пойти обучаться, повышать свою квалификацию, высшие силы поддерживают вас полностью, говорят, что это очень хорошая идея заниматься именно обучением, какой-то переквалификацией, повышение своей квалификации в следующем году. Вы добьетесь своих целей, добьетесь, все будет буквально получаться у вас в карьере, все будет складываться, чтобы вас заметили, чтобы вас оценили, чтобы вы добивались того, чего хотите. То есть какие-то даже маленькие победы, маленькие достижения будут. Поэтому ни в коем случае тут не грустите, да, не теряйте своего боевого настроя, вот такого вот яркого, боевого, позитивного настроя. Все, что будет вами делаться, все будет на улучшение вашего положения по работе, на продвижение вас в карьере, и вы увидите результаты. Посмотрите, 9 чаш. Да, но думайте здесь, знаете как? Совет для тех, кто вот очень такой коллективный работник, кто болеет за общее дело, да, готов жертвовать собой ради вот общего дела. Здесь вам подсказывают, что обратите внимание именно на свою позицию, насколько вам в этом общем деле комфортно, насколько вы себя чувствуете реализованной в данном месте, с данными финансовыми возможностями, с теми позициями, которые занимаете, чем занимаетесь. Может быть, это даже касаться не только карьеры, но и вашего хобби. Да, посмотрите, насколько вам нравится. Вам должно именно нравиться то, чем вы занимаетесь. Поэтому те, кто не любит свою работу, либо тяжело как-то, да, вот там работать очень тяжело, и тяжело дается, настрой такой, что нет, мне все это надоело, я больше не хочу. Вот если вы будете в таких энергиях, не будет ни продвижения, ни улучшения, ничего. Как только вы измените свои вибрации, свой настрой на то, что мне нравится там, найдите то, что нравится. Я понимаю, что, всякое, да, всякие есть работы. Не всегда мы работаем, занимаемся именно тем, что нам нравится и чем хотелось бы. Иногда приходится вот именно для каждодневной нашей жизни, для того, чтобы было что поесть и попить, на что растить детей своих, да, заниматься абсолютно тем, что, о чем вы не мечтали, тем, что вас не привлекает. Я это понимаю очень хорошо. Поэтому постарайтесь даже в том, чем вы вынуждены заниматься, найти то, что все-таки вам будет нравиться. Какое-то что-то все равно должно нравиться. Может быть, есть какой-то человек в коллективе, с которым вам приятно встречаться на работе. Может быть, есть хоть что-то из вашей работы, что все-таки вам выполнять нравится. Подумайте, посмотрите. Расклад общий, поэтому я не знаю, чего конкретно тут касается. Каждый услышит то, что должен услышать, и поймет, если это касается конкретно его. И посмотрите, Солнце. Здесь реально у многих очень достижения, огромные достижения в работе, в карьере, продвижение, назначение на новую должность. Может быть, найдете другую работу, которую искали. Может быть, пройдете обучение и наконец-то начнете заниматься тем, чем хотели. И либо то, что считали своим хобби, тем, чем занимались для себя, для удовольствия, начнет приносить вам какие-то плоды, по крайней мере, принесет какую-то известность, либо какой-то круг общения, вас увидят, заметят. И вот тем самым вы тоже получите признательность, да, начнете реализовываться гораздо сильнее. По деньгам здесь, вы знаете, в предстоящем году планируют, даже если будет повышаться ваш доход, большие успехи, да, говорят, что лучше деньги как-то попридержать. То есть на данный момент вот из того, что будет заработано на следующий год, мы не планируем огромных трат, если это можно, да, если это не касается ваших каких-то вынужденных там выплат, программированных выплат, регулярных выплат, которые вы должны делать. Подумайте, очень вдумчиво отнеситесь
к тому, куда вы будете вкладывать свои деньги, заработанные на вот ваших работах, там, где вы зарабатываете, там, где получаете доход. Давайте смотреть дальше. Что мы будем с вами смотреть? Ну, давайте посмотрим дети и семья. Для тех, у кого есть дети, для тех, у кого есть семья. Да, семья — это также касается родителей ваши, вот эти вот какие-то, да, внутрисемейные энергии. Давайте посмотрим. Здесь у кого-то будет, может быть, перемещение, какое-то перемещение, даже, может быть, вынужденная поездка к семье, к родственникам. Здесь общая поездка с родственниками куда-то. Может быть, даже она у вас уже планируется, вы о ней знаете, что должны, нужно. Может быть, какой-то переезд. Да, вы сомневаетесь насчет этого. Не очень, может быть, сейчас вам это хочется. Но на самом деле выбор надо делать. Выбор ваш будет правильным, абсолютно правильным. Посмотрите и прислушивайтесь к мнению к старших. Тут, может быть, это ваш отец, старший родственник, ваш муж. Также может быть этот император. Ну, посмотрите, оцените его советы, посмотрите, что для него важно. Может быть, это поездка, либо вот эти какие-то передвижения очень важны для него. Очень важны в целом для вашей семьи. Здесь вот именно об этом. Также, если будут какие-то у вас конфликты в семье, ну, без этого нельзя обойтись. Я думаю, все понимают, что когда это семья, всегда может быть все, что угодно. Да? Какие-то споры, какие-то разногласия. Говорят, что подумайте, почему вы, вот, если это ваш партнер, почему же вы выбрали именно его? Вот по каким причинам вы его выбрали? Здесь об этом. То есть ваш же выбор не был случайным. Почему вы его выбрали? Чем вот этот выбор был для вас важен? Почему вы выбрали именно его? А если это какие-то, ну, такие острые моменты с вашими родственниками, с вашей семьей, ну, семью мы не выбираем. Мы пришли в ту семью, в которую пришли, куда нас послали, либо, как говорят, да, во многих теориях, душа выбирает то, в какой семье, в каком месте ей воплотиться в этой жизни. Да, но вы же сейчас не выбираете этих родственников. Никто не выбирает себе свекровь, например. Да? Все выбирают себе мужа, партнера, но мать мужа вы себе не выбираете, поэтому, ну, что сделать? Для него она важна, надо принимать как есть. Сестру мужа, брата мужа, либо своих тети, дяди, отца и мать мы тоже не выбираем. Поэтому тут, ну, подумайте, что все-таки, да, что вот выбор, ну, не вы выбирали, вот так у вас произошло свыше, произошло это, и по каким-то причинам какой-то опыт из этого вы должны получить. Поэтому в целом тут все будет хорошо. И посмотрите, у кого планируется какая-то поездка, переезд, да, как я сказала, как вы вот не очень, может быть, хотите что-то, да, все будет хорошо здесь. Здесь как раз будет на лучшее. Колесо фортуны, колесо года здесь выходит, колесо судьбы. Судьба повернется так, как будет лучше для вас. Изменения будут в лучшую сторону здесь. Поэтому настройтесь тоже позитивно все-таки от энергетики, которая внутри нас, которую мы посылаем в мир, во Вселенную, Богу. Зависит наша жизнь и то, как будут складываться. Посмотрите, и вот такое вот будет у вас прекрасное состояние, настроение в семье, улучшение отношений здесь, исполнение желаний. У кого-то будет, у кого-то, может быть, даже долгожданная беременность, у кого было много, может быть, неудачных каких-то попыток, не складывалось, долго ждали, много лет. Здесь вполне возможен успех. Не теряйте надежды, говорят нам карты. Давайте смотреть дальше. Давайте смотреть, а что же в целом личная жизнь? Вот что в целом личная жизнь? Карты. Ну, посмотрите, вначале будет все у вас
неясно. Это вот, в принципе, какая-то неопределенность. Скорее всего, первое время, после того, как вы посмотрите этот расклад, может быть, будет какая-то, уже есть какая-то неопределенность в личной жизни, что-то вам не ясно, непонятно. У кого-то личная жизнь на паузе сейчас, да, как и вот при диагностике, ваше состояние такое же на паузе, уныние, общения у кого-то нету, да, ну вот просто буквально ничего не происходит, вы ждете. Давайте смотреть, что же все-таки дальше будет. Ну, дальше посмотрите. Вы повернете ситуацию так, как вам нужно. Вы можете это сделать. Вы можете, все в ваших руках, здесь говорится. То есть и отношения сможете направить так, как вам нужно. Может быть, возобновить общение, оно само возобновится, и вы сможете направить его по-другому, да, как бы вывести на решения, которых ждали. Такое тут тоже может быть. Вы будете, ну, как вам сказать, вести в этих отношениях, в вашей личной жизни, вы возьмете ее в свои руки. Вот это вы здесь такая вот яркая, сильная. Здесь мужчина изображен. А может быть, у кого-то будет встреча вот как раз с таким же ярким, сильным мужчиной. Сейчас ничего не происходит, а потом резко вот так появится мужчина и скажет, ну все, я хочу серьезных отношений. Все, с сегодняшнего дня мы вот с тобой встречаемся. Дальше я хочу так и так. И вот давай-ка ты, моя дорогая, как бы, да, тоже готовься к тому, что вот мы будем вместе развивать отношения или примем, наконец, решение, будем вместе. Тут тоже такое вполне вероятно. И посмотрите, действительно, у многих здесь может быть встреча король Пентаклей. Яркий мужчина, серьезный мужчина. Короли Пентакли, они серьезные такие, четко понимающие, что нужно. Они ухаживают серьезно, не так, да, вот, что, знаете, такие есть мужчины-нарциссы, как их сейчас модно называть, которые любят вот эту вот красивую картинку создавать, ярко, как-то без удержи, вот эти вот ухаживания, на показ, все это каких-то неимоверных размеров и так далее. Если ваш мужчина так красиво ухаживает, ярко, и он абсолютно нормальный и не нарцисс, я вас поздравляю, такое тоже, конечно же, есть. Но здесь вот у нас мужчина именно серьезный проигрывается, он сможет взять ответственность за свои действия, за свои слова. Те, которые не просто так, да, говорят, не кидают свои слова на ветер. Ну, серьезный мужчина, работающий, зарабатывающий, серьезный, стабильный мужчина. С ним может быть встреча, личная жизнь у вас. Либо, может быть, возобновление отношений с таким мужчиной, с которым вот они были разорваны, и действительно вот вы страдали, переживали. Поэтому, вы знаете, те, кто одиноки, те, кто в поиске, те, кто еще только мечтают обрести свое счастье, вы, пожалуйста, не грустите, не отчаивайтесь, потому что у нас наступает новый этап, абсолютно магический новый этап, Новый год, в котором возможно все. Вы сами это знаете. Здесь главное не торопиться. Главное не торопиться с выводами, главное не торопиться с решениями. Главное внимательно оценивать, да, не только какие-то показные действия, не только хотеть тоже продемонстрировать, что там у вас тоже все хорошо, вы счастливы. Внимательно, вдумчиво и берегите свои чувства. Здесь об этом. Берегите свой внутренний мир. Постарайтесь, вот, да, как бывает у нас, у женщин, ну вот встретили мы, да, партнера, мужчину, завязались отношения, у многих же, да, так, а потом влюбляемся, и все, и что? И уже мы его видим как? В розовых очках, как говорится, да, то есть мы видим не того мужчину, который в реальности, а рисуем себе некую картинку и начинаем уже стараться как-то подогнать этого мужчину под свой образ идеальный, под то, как хотелось бы, чтобы развивалось. А по факту, может быть, мужчина до этого не дотягивает, к этому не готов. И вообще другой мужчина. То есть у него ну, совсем другие планы на жизнь. И, в принципе, он все по-другому себе видит. Поэтому здесь вот нам высшие силы советуют, что поберегите себя, свой внутренний мир. Не надо сразу раскрываться ярко, сильно, да, на все 100.
Посмотрите, присмотритесь, подумайте. Если вернется человек из прошлого, о ком действительно много страдали, и на самом деле сейчас ждете, но есть сильные обиды, подумайте. Подумайте, возвращаться, не возвращаться, возобновлять общение, не возобновлять общение. Берегите свой внутренний мир, чтобы душа ваша была в покое и в гармонии. Здесь вот так. Такой какой-то у нас получается, да, философский расклад. Не знаю, пишите, как вам такой. Вот почему-то такой вайб, модное слово, да, я поймала. Такой канал мне сейчас открылся. Ну, значит, именно это мы должны сейчас услышать. Давайте посмотрим, вот как раз пошла речь об этом, отношения из прошлого. Вот те, кто ждет отношения, которые прекратились, мужчина, с которым нет общения, либо общение прервано, с кем расстались, но вы продолжаете о нем думать. То есть с вашей стороны связь остается, связь вы не разрываете, либо не можете ее разорвать, потому что, ну вот не можете, так она и остается. Давайте смотреть, что же будет с этими отношениями. Ну да, здесь вот видите, как раз об этих отношениях нам говорят сейчас Таро, что действительно было расставание, уход, вы тяжело его переживаете, этот уход очень, вы страдаете, скучаете, мужчину вы не забыли. Вот именно о таких пойдет отношениях. Не тех, где вы уже и забыли, как его зовут, да, и он у вас там заблокирован везде и вообще, и вспоминаете, как страшный сон. Туда даже мы не смотрим, а вот это именно отношения, которых вы, ждете, чтобы мужчина проявился, чтобы мужчина вернулся, либо как-то общение возобновилось, то, о чем вы мечтаете, вот этого вы хотите. Давайте посмотрим. Ну, вот здесь вы не делаете ни в коем случае первый шаг, говорят об этом. Здесь вы должны оставаться такой же, как сейчас, непоколебимой. Даже если вы заблокированы, да, были. Вот я знаю, многие зрительницы мне пишут, он меня заблокировал. Все. Если он вас заблокировал, если общения с ним нет, но вдруг он вас разблокирует, вы на это никак, пожалуйста, не реагируйте, говорят нам высшие силы. Вот я вас очень прошу, если вот вы смотрите данный расклад, прислушиваетесь к советам, которые здесь слышите, да, то, пожалуйста, подождите. Если он начал лайкать ваши фото и так далее, ну, подождите вы, не реагируйте. Останется пусть у вас некая тайна и закрытость на данный момент, вот на первый момент. Сразу, да, не надо писать, что я тебя простила, все, вернись, я все забыла. Подождите, посмотрите, как мужчина будет себя проявлять. Ну, насладитесь вы этим процессом. Да, насладитесь, потому что вот это то, как вы там мечтали о нем, как вы его вспоминали. Ну, а вспомните, как произошло расставание. Ну, вот побудьте вы, ну, если расставание было не по вашей, конечно, инициативе, да, если по вашей, тут чуть другая ситуация. Вот подумайте, посмотрите, как он себя будет проявлять, как от этих проявлений вам будет приятно, насколько приятно, как он будет стараться. Да, я понимаю страсть. Вот здесь у нас проигрывается 15-й аркан, я так постаралась его прикрыть немножечко, чтобы вот, никого тут не шокировать, не алгоритмы. Вот, поэтому... Здесь яркая страсть. У многих здесь кармические отношения. Кармические отношения несут нам опыт. Они, как правило, нелегкие, эти отношения. Они незабываемые не только своей яркостью, огромной любовью, огромным притяжением, но и теми переживаниями, которые несут эти отношения. Поэтому вот у многих эти отношения, у кого-то здесь отношения уже, которые были в прошлых жизнях, да, они тянутся, потому что, вот кто-то здесь и близнецовыми пламенами, может быть, да, все это. Я во все в это верю. Поэтому, если не верите, тоже можете мне написать в комментарии, я с удовольствием послушаю ваше мнение на этот счет. Поэтому... не старайтесь сразу же в омут с головой, сразу же нырнуть в эту страсть, что все забыли, и будет все как раньше не будет. Вот здесь об этом, понимаете? Вот в предстоящем году как раньше не будет, уже нельзя так, как раньше.
Можно, да, заново, можно опять восстановить, но не как раньше, по-другому. Да, может быть, хорошо, да, будут исполняться мечты и так далее, да, но не как раньше, не так же, не на тех же каких-то базах, которые были, да, не по тому же сценарию, который был. Там все равно придется что-то менять. А у тех, кто ждет бывшего, ну, как ждет, помнит, страдает, скучает, кому принесли много боли, имейте в виду, в этом году многие обидчики получат ответ за свои действия, будут держать ответ. То есть вам ничего даже и не придется делать. Жизнь заставит их, высшие силы заставят их отвечать за свои поступки. Поэтому посмотрите, просто посмотрите. Здесь, вот, понимаете, об этом идет речь, что вот эта боль ваша, ну, посмотрите, как говорят, да, месть – это то блюдо, которое нужно подавать холодным, да, вот посмотрите, как жизнь за вас отомстит. Здесь тоже так. Ну, давайте посмотрим еще. Дальше-то вот если он проявится, вы подождете, посмотрите, будет опять страсть. Ну, не забывайте все равно, как закончились в прошлый раз отношения ваши. Я вам сказала, что также, если вы захотите, чтобы было так же, как тогда, по тому же сценарию, вот мне еще раз подтвердили, по тому сценарию, вот имейте в виду, что будет опять такой же конец, такой же финал. То есть здесь должна линия измениться. Тот же человек, та же, ну, не тот же человек, но он уже трансформирован, он уже все равно другой. И вы, ну, уже все равно вы другая, вы уже вот жили с этой обидой, жили с этим, с этой тоской, да, жили вот с этим ожиданием. То есть вы все равно изменились. Здесь все равно нужно будет как-то менять данный сценарий. Как? Ну вот посмотрите, увидите, жизнь вам покажет. Ну, посмотрите, на самом деле все возможно. Если будет взаимное желание, оно на страсть будет точно у вас там, желание будет, здесь чувство есть, да, то все возможно. Здесь все возможно, но не забывайте про себя, не растворяйтесь в мужчине, пожалуйста. Любите, он ваш самый-самый, он ваш единственный, прекрасно. Не растворяйтесь в мужчине на 100%, это говорю вам я, считывая информацию, которая мне идет. Все равно, ну, вас должны ценить в отношениях. Так, значит, отношения из прошлого мы с вами посмотрели. Ну, а давайте теперь, что мы еще не посмотрели? Новую любовь? Была, не была? Ну, в любом случае, давайте еще раз посмотрим все-таки новая любовь. Новая любовь. Вот тех, кто именно... что там будет складываться и что будет. Вы знаете, действительно, очень у многих, возможно, новые отношения, новая любовь, и это будет абсолютно новый этап вашей жизни. С чистого листа, да, у многих сейчас был тяжелый год, расставания, разводы. Я знаю по своим клиентам, я знаю по своим зрителям, знаю по своему окружению. Год реально уходящий был очень непростой с этой точки зрения. Но впереди новый этап. То есть все возможно. С чистого листа, с нуля, все новое. Будет новое знакомство, будут новые энергии, будут новые интересы у вас. Да, вот кто ждет, там, вспоминает прошлое, ну, да, забыть сразу невозможно. У кого-то это долгие годы, у кого-то огромный опыт, и семья, и дети. Но это невозможно забыть никогда. И не надо пытаться это обнулить как-то. Не надо пытаться это обнулить. Ну, просто как-то пытаться принять, что вот так, да. Новая любовь. Но посмотрите, в будущем году вы будете любимой. Вас будут любить. Вас будут ценить, вы будете привлекать своей красотой, своей душой, своим внутренним миром, да, вот вы держите чашу, наполненную любовью, внутренним своим миром, своими эмоциями, своими тайными секретами, которые захотите открыть для кого-то.
То есть вы будете привлекать мужчин. Главное, думайте о своей вот этой внутренней энергии, женской энергии, которая именно и привлекает мужчин. Вашей женской энергии, прекрасной, красивой, ухоженной, мягкой, нежной и верящей в то, что все возможно. Можно начать с нуля, можно встретить новую любовь, да, новую семью создать. Все возможно. Не вешайте нос, да, не теряйте свой настрой. Верьте, доверяйте Богу. Обязательно доверяйте Богу, потому что, посмотрите, вот именно будет создаваться будущее. Вот буквально сейчас энергии у нас крупинка по крупинку, да, складываются, создают что-то новое. Какой-то другой мир. Вот. Если вы этого не чувствуете, ну напишите, что не чувствуете то, что происходит во Вселенной. Но ведь большинство из нас сейчас чувствует какие-то другие энергии. У кого-то время ускорилось, значительно ускорилось. У кого-то, наоборот, время замедлилось. У кого-то вот буквально оно летело последние полгода, а последние дни, вот сейчас, да, вот последнюю неделю, оно как будто застыло, и пространство ощущается, да, другим, более плотным, что ли. Вот у кого так, напишите мне, пожалуйста. Я вам обязательно отвечу. Поэтому вот сейчас буквально мы строим и своими мыслями, в том числе, новую реальность, новый мир для себя. Во-первых, для себя. Для себя, для своих родных, да, ну, для своих детей в первую очередь, у кого есть дети. Поэтому думайте об этом, что от вашего настроя, позитивного настроя, от вашей веры в Бога, высшие силы, от веры в себя зависит ваше будущее, ваше яркое будущее. Да, закончится какая-то борьба. Должна она закончиться, эта борьба. Должен быть сделан выбор. И, ну, вообще вот эти острые ситуации все-таки как-то должны разрешиться. Посмотрите. И будет, вот при вас открыла колоду, и будет вот такое состояние. Вы будете в паре, вас будут ценить. И материальный достаток, кстати, тоже у многих может увеличиться. Но будет ощущение того, что, может быть, наконец вас ценят, если до этого не было, да. Либо, может быть, наконец-то появился серьезный, действительно серьезный партнер, с которым можно создать действительно стабильные, серьезные, взрослые отношения. Ну и давайте я посмотрю сейчас совет. Общий совет на другой колоде. Общий совет для всех нас от высших сил. Что же нам посоветуют? Что же нам скажут? Подождите буквально секундочку еще. Сейчас мы с вами посмотрим. Ну, какой же совет? Так, давайте смотреть. Посмотрите, верьте. Верьте в себя. Верьте в возможности вашего сердца, вашей души. Да, верьте в любовь. Не нужно думать, что это невозможно. Возможно. У многих здесь будет новый этап, счастливый новый этап вашей жизни. Ну, кто смотрит меня давно, тот уже давно знает, что двойка чаш, вот я ее считаю лучшей картой в колоде на отношения. На новые отношения, на яркие, на любовь. Поэтому совет вам: все возможно. Вот присмотритесь к этой карте, каждый увидит то, что должен увидеть именно он. Да, девочки, не постесняйтесь, напишите, ну вот, что видите на этой карте именно вы. Что вот эта карта значит именно для вас. Да? Вот посмотрите. А я вам желаю в новом году, в новом этапе вашей жизни, в новой реальности, в которую мы все входим, крепкого здоровья, большого счастья, огромной вам любви, и пусть все ваши желания исполняются. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.